как у меня обычно происходят мои торговые сессии. И в моменте терять фокус и начинать завышать риски, попытаться как-то отбить. И хотя я понимаю, у меня здесь статистика, мне это дело не очень нравится и повышаются шансы забросить. Так у меня, в принципе, день и проходит. Привет! Решил записать такое внеплановое разговорное видео, рассказать, на каком я этапе сейчас в трейдинге, на каком этапе там мой YouTube канал, и просто буду, наверное, более в будущем на это видео ссылаться или же просто просматривать его, чтобы видеть, с чего я начинал. Ну, относительно. Так что вот так. Давайте я, наверное, сейчас покажу в трейдинге, с чего я начинаю. Ну, точнее, как начинаю. Вот сейчас мой баланс на Тайгере $55. Я торгую на Тайгере уже, наверное, месяца 3. Перед этим там какой-то бэкпак крутил. Торговал на Binance, на Bybit, на BingX, короче, на многих биржах торговал. И по разным причинам переходил с одной на вторую. Сейчас мой, скажем так, этап торгую на Тайгере. Чисто потому, что здесь очень много возвращается в комиссиях. Тут минимальные комиссии, которые я знаю. И получается довольно-таки неплохо. Я торгую, там у меня средний take profit на сделку $1,5. Ну, стоп-лосс и take profit я торгую среднее соотношение 1 к 1. И раз там в день мне приходит еще какие-то 20 центов, 50 центов, в зависимости от насыщенности дня. Так что в любом случае это приятный бонус. Давайте вот еще покажу итоги небольшие. Вот, средний винрейт у меня сейчас 40%. И, в принципе, тут вот видны всякие, сколько я беру. Вот, кстати, соотношение 1 к 1, 0,96. Вот то, что я говорил, у меня сейчас среднее соотношение и риск на сделку это 1 к 1. Тут все показано, какие-то диаграммы, как я пополнял. И вот, кстати, интересная прибыль по дням, интересная диаграмма, как у меня обычно происходят мои торговые сессии. У меня нет проблем, чтобы локально как-то торговать в плюс и зарабатывать. Я торгую, вот типа там какие-то маленькие дни, там плюс $2, плюс $9, там минус доллар смотрю, вот, минус 3, а потом один день берет минус 100. Просто потому что э, плохо себя контролирую в моменте. Я понял бы, если бы такая ситуация была именно если бы у меня была стратегия там по какому-то мартингейлу, я торговал и постоянно риски завышал. Но нет, у меня вот среднее соотношение 1 к 1, и это мой стандартный. Я торгую там плюс-минус несколько процентов риск на сделку закладываю. Но в какие-то моментики я вот так вот срываюсь как-то и теряю не только всю прибыль, которую заработал вот за какие-то стабильный период, но и даже бывает больше, и в моментах бывает теряю все баланс, весь баланс. Вот так же вот какой-то период торгую, потом просто в моменте даю слабину, теряю фокус какой-то, минус $80. Просто в моменте он 27 сделок, 10 сделок в такие дни. Так что, ну, а в обычные дни вот 3-4 сделки, ну вот до 10 бывает, 6. Не могу остановиться в момент и теряю большую часть от баланса. Так что пока именно у меня с этим плохо. Плохо я как-то реагирую на... Давайте так. Плохо я сейчас реагирую на какую-то серию убыточных сделок. Если у меня идут прибыльные, то также типа я стараюсь до этого нормально относиться, но я все равно понимаю, что дальше будут убыточные, потому что невозможно торговать только на прибыльных сделках. И в моменте все равно, как начинаются убыточные сделки, я могу не принимать их как должное и в моменте терять фокус и начинать завышать риски, попытаться как-то отбить. И хотя я понимаю, у меня здесь статистика, если я просто продолжу торговать по стратегии, то ну, я дальше буду зарабатывать. Зачем там один день просто, пусть он закроется в минус, да, больше обычного, если я как-то там вначале нарушил. Но у меня как-то он снежным комом начинается, и все-таки не всегда могу восстановиться. Так что, но со временем вот такие именно сильные просадки становятся все реже и реже.
потому что я как бы накапливаю опыт, применяю его и все-таки больше себя в этом плане держу в руках. И как-то такие случаи намного реже происходят. Так что вот так. А примерно месяц или даже полтора месяца назад начал вести именно YouTube. Просто решил записывать сделки, которые я совершаю, и вылаживать как в формате торговой сессии на YouTube, просто чтобы это мне еще и дисциплину немножко тренирует, потому что нужно записать данную торговую сессию, еще какой-то там минимальный монтаж, но монтаж это вообще больная тема у меня, так что там очень понемножку улучшаю в этом плане, потому что я много раз забрасывал YouTube чисто из-за того, что нужно монтировать видео, а я это очень сильно не люблю. И так что вот решил примерно полтора месяца назад взять и начать вести YouTube. Ну, просто выкладывать, как я сказал, сделки. Вот сейчас давайте покажу. У меня вот примерно на данном этапе развития у меня набираются там по 30 просмотров, плюс-минус. Вот иногда стреляет на 100, но это более такой редкий случай. Так что за эти полтора месяца на меня подписалось там 22 человека. Я вообще, если честно, даже не понимаю, кто это смотрит, потому что но, если честно, даже я, если бы открыл, нашел такой канал, я просто ради интереса больше посматривал. Но на полном серьезе мне не нравится пока еще формат полностью, не нравится монтаж. В моей голове намного лучше картинка. И хотелось бы намного лучше все это делать. Но я понимаю, это придет со временем, но нужно понемножку развиваться. Так что вот так вот. А так, не знаю, что еще сказать. Наверное, буду просто продолжать дальше торговать. У меня сейчас в этом месяце стоит фокус на то, чтобы меньше нарушать правила, потому что в прошлом месяце у меня были проливы, связанные с тем, что я делал какие-то, скажем так, локальные нарушения. У меня есть правила в торговле, например, там не перезаходить, не увеличивать риски в моменте. Так что вот так. И я их нарушил. А в этом месяце я делаю больше фокус не на том, чтобы увеличить там количество прибыльных сделок, либо же там как-то баланс разогнать, заработать и еще что-то такое. А больше хочу сделать фокус на том, чтобы взять и не нарушать свои, свои сделки, скажем так. Поэтому на этом держу фокус и буду стараться дальше максимально как-то держать себя под контролем, что ли. Вот так вот. А так, в те моменты, когда я не торгую, то я, в принципе, трачу время на то, чтобы как-то там превьюшку лучше сделать, либо же с монтажом какую-то плюшку добавить. Но я на это прям очень много времени тоже не трачу, потому что я знаю, что если я начну очень сильно впадать в монтаж, скажем так, то мне это дело не очень нравится и повышаются шансы забросить, там, вести YouTube, еще что-то. Я так понемножечку улучшаю, чтобы меня это очень сильно не нагружало, скажем так. И, в принципе, на таком я сейчас этапе сижу. Так у меня, в принципе, день и проходит. Я сижу, проснулся, открыл терминал, поторговал, записал какую-то торговую сессию, потом что-то смонтировал. И чтобы сразу не заходить заново там, не открывать терминал и не начинать торговать, могу в какую-то игру зайти, поиграть. Но это также мне не особо нравится. Типа, хочется больше времени определять какому-то улучшению себя, что ли, развитию. Но, не знаю, у меня такой сейчас план небольшой по жизни. Он так как-то обрисован в общих чертах. Есть какое-то направление, но не четко прорисован план, знаете, со всеми подпунктами, пунктами. У меня так именно общее видение есть, по которому я, в принципе, двигаюсь в том направлении, в котором хочу. Но все-таки прям четкой картины пока еще нету.
Возможно, это ошибка, возможно, нет, но в моменте, когда я вообще там не знал, чем заниматься, что делать, я просто выбрал направление и решил, буду ну, хотя бы делать какие-то шаги и просто понемножечку двигаться в ту сторону, в которую хочу. А уже как-то по пути буду обрисовывать план, постепенно какие-то добавлять там действия, локальные цели и все такое. Это уже я оставил, скажем так, и на будущее. И пока, как мне кажется, только в таком начале пути. Но пока мне все нравится, довольно-таки интересно. Не хочу видео затягивать, так как в такую эпоху дофаминовой зависимости много людей не любят смотреть долгие видео. Да и в принципе я основную ситуацию уже обрисовал, как у меня сейчас проходит все. Так что на этом буду завершать видео. Спасибо, что посмотрели. Наверное, когда вы уже это смотрите видео, что-то уже какие-то результаты больше, либо же вырос канал. Но, скорее всего, не заброшу это дело, так, потому что пока мне все нравится и довольно-таки соответствует моим целям и ожиданиям. Так что, ладно. Всем пока.